Так, друзья, ну в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима. А название стрима звучит как «Последний китайский ультиматум». Ну что, как последнее китайское предупреждение. Понятно. В этот раз стрим — классическая формула для последних 2 недель. Тема магистральная — договорняк. Договорняк, договорняк, договорные процессы, переговоры, посланники, засланники. Но основное, что вроде как уже каким-то общей мыслью стало то, что США какой-то крайний срок, тот самый дедлайн психологический, о котором говорил Трамп, какой-то крайний срок устанавливают для договорника, да, пытаются какой-то крайний срок вычислить для решительности России к завершению войны. И на этом фоне в Москву полетел представитель вот этот по Ближнему Востоку, что самое интересное. Но там успеха у него немного, и он известен как основной переговорщик с Путиным. Стив Уитков полетел в Россию. Вот. Ну и, по всей видимости, полетел с тем, чтобы какой-то четкий ответ получить на прекращение огня. Да. Ну и параллельно это сопряжено с чем? С обострением. Ну, Трамп не первый раз говорит, но, наверное, это не совпадение, что сегодня в своей социальной сети «Правда» он написал о том, что, ну, там надо быстрее думать. Я, честно говоря, когда читал об этой новости, естественно, у меня нет никакой социальной сети «Правда», я это могу только в Телеграме увидеть. Когда я об этом читал, я думал, что там, ну, что-то, какой-то тон серьезный, потому что так пишут, что типа Трамп настроен, Трамп зол. И когда я прочел, я понял, что там, ну, совершенно безобидно написано, типа РФ должна там, короче, какие-то двигаться по переговорам. Ну, в общем, нет такого, что, ну, это там край. В общем, так как с Украиной все равно они не общаются, но это, наверное, и ожидаемо, и предсказуемо. И вот сегодня, ну, конкретно на сегодняшний день, удивительно, мое настроение, оно совпадает с настроением общим, в том смысле, что какого-то особого оптимизма я нигде не вижу, да. Хотя, казалось бы, такое ну, в сложившихся обстоятельствах то, на что украинцы должны надеяться, да, что вот сейчас наступит то, ради чего многое было сделано, то, о чем много говорил президент Зеленский, да, президент Украины, что Путин реально не настроен на договорняк, и мы все это делаем, то есть мы полностью согласны на договорняк, хотя мы стали согласны, конечно, только после того, как, э, говоря словами Кита Келлога, осла уебали бревном, да, по голове. Только после того, как нам остановили на какое-то время военную поддержку, и Вашингтон показал свою прыть в отношении нас, то тогда мы стали, конечно, уже на все согласны, и президент Зеленский это сейчас не придумал, это его прямые слова, человек, который всегда на слово ceasefire реагировал очень остро, всегда говорил, что нельзя просто прекратить огонь. Сейчас он говорит, что мы главные, кто сильнее всего заинтересованы в мире здесь и сейчас, прямо сегодня. И, в общем, да, то, о чем они говорили, что вот о чем говорил президент, что мы это все делаем, конечно, хорошо понимая, что Москва на это не согласится. И вот, казалось бы, сегодня этот день X, будто бы, да, час X, что сегодня приедет Стив Витков, скажет Путину: Путин, все, как бы время вышло, вот либо ты соглашаешься, либо мы меняем свою политику, но никто вот дальше не заходит этого, да, куда они ее меняют, все боятся дальше отвечать. Ну, в общем, я к чему радости все равно нет, хотя, казалось бы, это то, к чему мы как бы двигались, да, что вот Путину скажут, а он откажется, и как бы уже будет все выглядеть так, что Путин отказался от мира, отказался от прекращения огня, и выходит, ну, как бы наш план будто бы сработал. Но радости какой-то нет. Не зря тоже нахожусь в плане в потоке этом эмоциональном. Действительно радоваться особо будто бы и нечему, да. Будто бы и нечему. Нужно сказать еще, какой фон был, да. Параллельно прошла встреча, ну, на мой взгляд, ни о чемная, но я не понял, какие у нее были результаты. В смысле, визит Кирилла Дмитриева, помните, был такой в Вашингтон. Но я говорил, что мне кажется, он будет экономическому аспекту посвящен. Ну и реально каких-то результатов по нам нет серьезных. Ну, кроме того, что тоже там оно было сопряжено с тем, что как-то менялась риторика потихоньку администрации, но в этом все равно видно какую-то ее несерьезность, да, то есть нет повышения ставок. Этого, мне кажется, недостаточно, чтобы говорить, что Трамп зол, да, в каких обычно формулировках это и пишут. Ну, в общем, потом была встреча в Стамбуле на уровне Министерства иностранных дел.
долго, и тоже, ну, каких-то результатов, которые бы огласили, нет. Обсуждались все те же вопросы восстановления нормальности дипломатии между США и Россией, в смысле там какого-то финансирования, какой-то там еще чего-то, еще чего-то. Интересно, что немного пролился свет, но я, правда, не помню, какой источник этого, возможно, и сам министр иностранных дел Российской Федерации. В том смысле, что восстановить полеты, что за этим скрывается? За этим скрывается конкретно снятие санкций с Аэрофлота. Ну, то есть что-то уже более предметное, более понятное. То есть, когда просто слушаешь о восстановлении авиасообщения, не до конца понятно, что имеется в виду. Это не так наглядно, как когда они проговаривают, что это снятие санкций с Аэрофлота конкретно. Что уже как бы куда более весомо звучит. Ну и так становится более понятно, почему нет результатов. Вот. Да, безобидно довольно. Ну, я не знаю, я поделюсь своим мнением, но понятно, что это гадание на кофейной гуще, хотя на него многое, ну, многое, мне кажется, указывает, и конспирологии здесь меньше, хотя это все равно додумывание, да. Конечно, внимание обращает на себя та деталь, что Дональд Трамп нигде ни при каких условиях не упоминает то, что есть шанс не то что повышения уровня военной поддержки Украины, ее наращивания. Он даже нигде не говорит о том, что есть шанс вернуться до уровня поддержки прошлой администрации байденовской. Вообще этот аргумент нигде не упоминается, что наталкивает на мысль, что это не планируется вообще. В принципе, да, то есть, ну, никто об этом не говорит. Понятно, что сейчас, наверное, ну, это тоже мои предположения, Стив Витков скажет Путину что-то в таком стиле, что, ну, мы, конечно, там, вы с Трампом кенты, и Трамп гений, как ты говорил, в смысле Путин, да. Но мы дальше так не можем двигаться, потому что на нас давит американский парламент, на нас давит Конгресс и Сенат, и они будут от нас требовать каких-то решений, и вот. При этом они очевидно, придерживаются такой стратегии, потому что это даже не я придумал, это не мои слова. Об этом говорили люди из американской администрации, да, из Белого дома, о том, что, ну, вот уже Линдси Грэм, там и еще какие-то сенаторы предложили закон по вторичным санкциям, да, для тех, кто покупает российскую нефть. То есть, в общем, какая-то линия защиты у них есть, но для Украины это слабое утешение, потому что инструмент этот вторичных санкций не сможет изменить не то что мгновенно, даже в очень долгосрочной перспективе не сможет изменить как-то положение на фронте наше. Скорее это выглядит так, как США, скажем так, в случае провала договорняка, как можно было бы... Опять-таки, это потенциально, только я так рассуждаю, мы не знаем, чем закончится сегодняшняя встреча, и очевидно, что не до конца понимают и участники этой встречи, как она закончится. Нужно ли говорить, да, что если бы это было известно, то встреча бы не понадобилась как таковая. Ну, в общем, да, никакого особого оптимизма нам не внушает, потому что если это самый серьезный рычаг, на фоне еще и каких событий, да, я это не выписывал, потому что не особо интересуюсь этим вопросом, но тем не менее, чем закончилась вот эта э, трамповская война тарифная, там, уничтожение глобализма и всего такого, да. Трамп приостановил действия вот тех своих огромных тарифов и как бы, ну, грубо говоря, очень грубо говоря, как бы вот эта вся тарифная война плавно трансформировалась, плавно превратилась в элегантные санкции на КНР введенные, да. Э, Что, в принципе, довольно ожидаемо, и о чем много говорили, и я говорил об этом еще до восхождения Трампа на престол, еще до выборов, что ну рано или поздно не то что торговая война, да, а в каком-то виде санкции на Китай будут введены со стороны США. Это только вопрос времени. И в принципе это происходит, уже произошло. И в этом смысле нужно понимать, что это сильно как бы сбавляет ценность вторичных санкций, да, где Китай там покупатель российской нефти, где Китай помощник России в обходе санкций. Этот фон тоже нельзя игнорировать, да, он, скажем так, делает этот инструмент санкционный слабее, очевидно. Вот, и в этом смысле для нас еще меньше радостного, меньше радостного. При этом нужно понимать, что это происходит на фоне каких отношений уже Киева и Вашингтона, на фоне вот этой сделки, которую я считаю, как я уже много раз говорил, до сих пор считаю, конечно, более важной и более определяющей наше будущее, в смысле будущее Украины. Потому что я вам озвучивал эту версию, и мне кажется, она наиболее адекватной, да, что
администрация Дональда Трампа, да, Белый дом прекрасно понимает неприемлемость тех условий, которые он пытается навязать Украине. То есть несуществующий долг, несправедливое управление этим там фондом, да, неизвестно какое, но известно, что несправедливое. Ну, сегодня вышла статья, буквально перед моим стримом, Нью-Йорк Таймс, она там посвящена тому, что наша группа, наша делегация приехала в Вашингтон, причем там на каком-то совершенно донном уровне представительства. Ну, они говорят, что встреча техническая, но непонятно, что значит техническая встреча в наших условиях. То есть, ну, надо же когда-то подписывать. Для этого нужно, чтобы наш президент ехал или нет. Это не до конца понятно. И планирует ли наш президент ехать. Я скорее верю в то, что встреча не техническая, а в то, что она, ну, мертворожденный весь этот проект. И, ну, в офисе президента это видят так. В общем, на каком-то донном уровне представительства заместителя министра финансов, по-моему, Качка, фамилия у него. А Качка, как известно, это важная вещь для нашего стрима. Ну и, в общем, да, вышла статья Нью-Йорк Таймс, которая связана с этой новостью, что сегодня наша группа прибыла в Вашингтон, украинская, да, делегация, и они будут там с американцами что-то устаканивать 2 дня. Очень важные 2 дня. Но, да, статья еще и говорит о том, что как бы условия стали хуже, но я там, правда, этого не прочел. Я прочел сами условия, и они хуже не стали. Они были такие, как мы их читали перед этим в новостях уже очень давно, да. И, может, не так важны детали, как основное. Основное это долг, в первую очередь, мне кажется. А второе гарантии безопасности. Ну, то есть, как бы вещи взаимосвязанные. Почему? Потому что я могу представить еще гипотетический сценарий, что президент Зеленский согласился бы на долг, если бы были гарантии. Но я не представляю, что кто-то бы эти гарантии дал. Но я представляю, что американская сторона могла бы отказаться от этого условия долга. Пока что ничего этого нет, есть только такие железобетонные условия, есть четкие слова Трампа, как он недоволен любым пересмотром каких-то тонкостей, да, когда президент Зеленский поднимает эту тему. Правда, Трамп много выдумывает, да, он говорит о том, что я слышал, что президент Зеленский что-то там про сделку говорит и говорит, что он готов ее подписать в обмен на НАТО, а это бред. Он, ну, спутывает все подряд. То президент Зеленский готов уйти в отставку в обмен на НАТО, готов пожертвовать своей политической карьерой. Но это надо понимать, не каждый поймет такой уровень сумасшествия. Но тем не менее он там говорил о гарантиях безопасности, и это было так растрактовано. Ну, в общем, я к чему, что, блин, ситуация выглядит тупиковой. И суммируя просто это все, очевидно, приходишь к выводу, что очень, суммируя теплые отношения, бесконечные вот эти встречи, скажем так, на каком-то более низком уровне представительства американской и российской стороны, вот по линии МИДа, да, ну то есть какая-то бурная работа идет, пока что плодов особых нет, но она идет, это довольно сильное потепление отношений, правда, и явно какие-то перспективы они в этом видят. И эти перспективы, видимо, не связаны с Украиной, да, как бы нам ни казалось. Потому что, ну, встречи бесконечно продолжаются, а как бы результатов по Украине нет. Я, в общем, к чему, что выглядит это все так, если это очень огрубить и очень много фантазировать. Ну, я не сказал бы, что все же конспирологически, потому что поддержать это какими-то фактами возможно. То, ну да, все выглядит так, что если не получится ничего добиться, то американская сторона скажет Путину: дорогой Путин, смотри, вот американский парламент на нас давит, мы вот вводим эти вторичные санкции, которые куда-то там обращены будут в Азию, да, где как бы и так уже какой-то накал экономический, санкционный уже начался, он уже происходит, поэтому, скажем так, риска там для Китая, наверное, большого нет теперь. Ну, то есть не стоит уже бояться как-то сильно поссориться с США, потому что уже как бы все плохое, оно уже происходит в экономическом смысле, да. Курс как бы выбран. А касательно Украины, что называется, умыть руки, то очевидно сделка, да. И если американский парламент, например, да, группы конгрессменов, сенаторов будут спрашивать, типа, дедушка Дональд, почему же ты сливаешь Украину, в чем причина? Он скажет: смотрите, я не собираюсь выделять бесконечные пакеты поддержки в трубу, они не согласились выплачивать деньги за уже выделенные пакеты помощи. И, наверное, ну такая линия защиты. Это такой, наверное, самый пессимистичный и самый худший сценарий, но мне почему-то он кажется наиболее вероятным. Вот. Полетела сдыхать. Да, ну, в общем, вот так. Да, ну, наверное, нужно сказать то, что я уже много раз говорил касательно сделки. Да, наверное, возникает вопрос, почему бы Украине просто не согласиться на сделку. Я слабо верю в то, что ее возможно подкорректировать до приемлемых условий. Это раз, да, потому там есть какие-то ключевые разногласия.
И есть позиция США, которые именно хотят давить, давить, давить. Почему нельзя на нее согласиться? Потому что все-таки как-то внутренняя политика Украины к этому не располагает. Почему-то в своей привычной манере, но, видимо, чувствуя остроту момента, народные депутаты совершенно, да, там, ну, хоть какие-то малмальские, совершенно не заняли позицию, что, ну, мы потерпим за родину. Нет, они все сказали, что это типа неправильно, нельзя, ратифицировать не будем. Ну, то есть это создаст очень сильное напряжение внутри страны, а потом за собой повлечет, конечно, проблемы для президента уже какие-то политического, внутриполитического характера, в том смысле, что его за это будут, что называется, мочить. При этом еще непонятно, насколько сама ратификация будет возможна, да, то есть, ну, я не говорю, что невозможно, все-таки у них монобольшинство, но тем не менее. Проблемы. Проблемы. Ну, в общем, вот так. Не знаю, вспоминается также статья еще, вот не помню только чья, ну, тоже понятно, в голову Путину уж они-то точно не могут заглянуть, но думаю, что это самая трезвая мысль, что и она не содержит какой-то конспирологии, что действительно, наверное, Путин видел в этом возможности, видит до сих пор. Может, я сейчас об этом говорю, а Стив Битков выйдет и скажет, все, мы договорились, 11 апреля перемирие полное. Но согласитесь, это очень маловероятно. Да, что Путин в целом видел возможность в этом как-то завершить для себя выгодно конфликт, да. Но также он и имеет, скажем так, и волю, и желание, и решительность воевать дальше. А, наверное, две эти вместе вещи делают невозможным выход какой-то на нормальний мир. Вот. Ну, в целом, це не новина для мене, потому что плюс-минус такого взгляда на этот вопрос я придерживался и до этого, и буду очень удивлен, если это окажется не так, да, потому что, мне кажется, мы просто немного забыли, наверное, из-за масштаба, да, что мы живем здесь, издалека на это посмотреть не можем, на картину в целом, но сам факт, да, того, что Путин решился на эту войну, по-моему, он сам довольно красноречив, да, что в Путине есть решительность воевать, да, это важный аргумент, который почему-то всегда упускают. Он, конечно, очень примитивный, но он есть. Есть еще и масса других, да. Я это когда-то называл, но сегодня эту мысль освежили в моей голове, потому что я ел и услышал где-то мысль о том, что действительно Путин совершенно не пытается как-то провести какую-то интервенцию во внутреннюю политику Украины. Я понимаю, конечно, что это сделать сложно, ну, почти невозможно, да, сейчас очень, скажем так, фильтруется украинская политика на этот счет. Но то, что даже не делаются попытки этого сделать, тоже должно наталкивать на какие-то мысли, да, насколько они видят, скажем так, Украину вообще с существующим политическим будущим или не видят вовсе. Тоже интересный как один из аргументов, хоть и не основной. И нельзя не вспомнить также то, это как аргумент на тему того, что Путин готов продолжать, что, безусловно, конечно, своему народу, в смысле народу, населению России с путинским авторитарным контролем за информационным пространством, наверное, правда, продать можно все, что угодно, как победу, как говорят, продать. Ну, то есть все, что угодно победой назвать. Но, наверное, вот какой-то доброй части финансово-промышленных элит, да, российских, наверное, они будут, конечно, не в восторге, да, и думаю, в такой системе, которая сформировалась в России, да, вопрос вот такого падения авторитета – это то, чего Путин не хочет. Я понимаю, что мало кто смотрел, и, наверное, это может показаться, что эти мои слова, да, они как-то конфликтуют с тем видео, которое я записывал, где я рассматриваю одну из важных причин войны, связанную с сутью российского государства авторитарной. Но все-таки там я говорю о части элит, да, но не обо всех. Все-таки, думаю, все заинтересованы скорее в стабильности. Ну, это, в общем, сложная мысль, но тем не менее, да, это я все просто веду к тому, что, мне кажется, результат этот неудовлетворителен будет очень для Путина, да, тот, который есть сейчас, даже если мы возьмем самые максималистские требования из вот тех, которые сейчас рассматриваются, а это вот эти какие-то разрушенные почти полностью области Украины. Это слабый результат за такое сильное потрясение, да. В общем, вот так. Так, ну які ще новини були? Давайте посмотрим, какие еще были новости. Да, ну довольно интересно, что где-то вышло интервью Блинкина-Лопаткин, госсекретарь, министр иностранных дел, да, при администрации Байдена.
И Блинкин-Лопатник сказал, что это мы сами виноваты, спровоцировали, одели короткую юбку не в смысле войны, а в смысле сделки. Говорит, что в плане перемоги и тех тайных пунктов, которые передали администрации американской, президент Зеленский сам предложил эти минеральные ресурсы. Ну вот так, видите, ты им это палец в рот не клади, а то по локоть откусят. Фух, да, ну Стефанчук сказал. Да, Стефанчук сказал, но я эту новость только из-за этого увел. Стефанчук сказал, ну Стефанчук, кто не знает, это такой самый крупный свин и мерзкий из Верховной Рады, он там является главным, естественно, спикером. Спикер. Второе лицо, кстати, в государстве. Если президент Зеленский завтра что-то с ним станет, там, не знаю, Искандер или просто от недосыпания, то этот человек будет исполнять обязанности. К чему я это все говорю? Да, вот этот спикер Руслан Стефанчук, которому, кстати, выплачиваются деньги за аренду жилья, но это мелочи. Сказал, что, ну, мне кажется, я думаю, что Верховная Рада продолжит следующий трехмесячный цикл, следующий трехмесячный цикл военного положения, потому что война не прекращена. Ну, понятно, даже если она сейчас закончится, какое-то время инерционно им, наверное, выгодно будет еще поддержать его. Ну, чисто не то, что с политической точки зрения, с политической, может, и не выгодно, но с оборонной однозначно выгодно. Да, но там кроме этого, я думал, этим мысль исчерпывается. Но нет, он рассказывает, что я лично был бы доволен результатом честных, легитимных, демократических, международно признанных выборов. Потому что Украина это страна верховенства права, взаимного уважения. У меня аж уши нахуй скручиваться начали. Взаимного уважения к правам. И это то, что нас кардинально отличает от российского государства. Это то, что создает между нами непреодолимую прірву, непреодолимую, как бы, обрыв, да. Я был охуевший, ну понятно, слава богу, наверное, от России мы в чем-то отличаемся, да, у нас нет каких-то специфических территорий левых султанатов в нашем составе, слава богу, хотя если бы реализовали идеи в Крыму крымско-татарской автономии, наверное, появились бы свои султанаты. Но в целом слышать это дико, то есть я не знаю просто зачем же это все, я не знаю, чем это все говорить, он прекрасно знает, что в Украине сейчас вот эти конкретно вещи хромают, верховенство права, еще какие-то там справедливость, что уж говорить о чести, достоинстве и взаимном уважении. Не пойму, зачем это говорить, люди научились, а он как политик высокого ранга, высшего эшелона, настолько уже запизделись, настолько уже заврались, настолько уже профессионально научились врать. Я думаю, он когда домой приходит, он также по инерции наваливает лапши, пиздит, не переставая, выдумывает и говорит абсолютную, блядь, неправду, которую можно было бы не говорить, можно было бы просто, ну, сказать, хочу, чтобы выборы были справедливые и безопасные, как безопасный секс. Нормальное желание. Зачем наваливать вот этого, непонятно просто. То есть кем человек себя видит, когда он это говорит, непонятно. Вот кем он себя в голове представляет своей, да, как он себя видит со стороны, когда этот чёс заряжает. Это вот именно вопрос психологии, да. Поэтому я эту хуйню и выделил. Да, ну це остання новина, що Фелікс Редька і Сергій Ерінчак. Я надеюсь, что он Сергей Еринчак, потому что я не помню, кто он. Ну, Феликс Редька, это юморист из Сум, по-моему. У него батько воює. Ну, юморист он, ну, нормальный, наверное, однозначно лучше, чем Байдак. Василь Байдак. Однозначно лучше, чем Василь Байдак. Я понимаю, что даже камень на сцене это лучше Василя Байдака. Даже отсутствие камня на сцене, пустая сцена лучше, чем Василь Байдак во множество раз. Поэтому такой себе комплимент, ну, скажем так, это не то, что я смотрел бы, но, тем не менее, это какой-то юмор. И вот этот юморист, он там, ну, сложно даже его позицию как-то идентифицировать. Я мало что смотрел, но что-то смотрел и за какими-то его публичными срачами следил. Знаю, что они еще передачу ведут, что-то комик плюс историк, которую я ни одну не смотрел. Ну, в общем, да, я к чему, что у него какая-то специфическая позиция, что он, ну, из русскоязычной семьи, но говорит на украинской мове, и даже в таком, типа, униженном положении у него какие-то, типа, проблемы, они ему там как-то плюют в кипу даже сверх этого. Ну и в который раз он оказался в такой неблагодарной ситуации, униженной, что, да, у него какие-то там контры по линии с... Кто такой Сергій Ерінчак, если он Сергій? Это владелец и засновник книгарни Сенс на Хрещатике.
Известна она своим абсолютным презрением ко всему людскому, ко всему хорошему. Известна тем, что в ней, ну, запрещено говорить на русском языке внутри. Ну, вот какими-то такими вещами. Я уже не говорю о том, что это конфликтует напрямую с законами Украины. Да, я бы к этому не обращался, да, к таким мелочам, как законы Украины. Но просто вот эти именно законы, законы о защите прав потребителя, это именно те законы, которыми они борются с обслуживанием на русском языке, еще с какой-то там хуйней. Ну, в общем, все свои репрессивные вот эти меры проводят, да. Ну, в общем, а в чем дискуссия? Я вам пересказываю сейчас жизнь насекомых из Твиттера. Чтобы вы понимали, в чем цимес, как говорится, в чем проблема. А проблема в том, что этот Феликс Редька решил там как-то подъебать этого Сергея Иринчака, потому что он книжковый эксперт, все-таки это библиотека. Говорит, смотри, у меня мама работает завидучкой вроде библиотеки в Сумах для детей-инвалидов. Существует и такое. И им приказали выкинуть, ну, видимо, сжечь книги на русском языке все, а других там, естественно, нет. Ну, кроме, наверное, советских изданий, там, Кобзаря, да. Дорогой, типа, вот этот Сергей Рынчак, не мог бы ты подсобить и выделить нам там десяток книг? На шо, типа, с ушлой хваткой предприимчивой Сергей Рынчак ему говорит: ты знаешь, дорогой, пускай твоя мама там, ну, пойдет нахуй, в общем, пускай твоя и инвалиды вместе с ней. Пускай твоя мама пойдет там, этот запрос, короче, сделает куда-то там, хуй знает, кто там за это отвечает, не знаю, блядь, местная власть, но что из нее, да, районо местное. Ну, короче, куда-то хай там напишет, этот заказ сделает, хай ей выделят этих книг. Вот, короче, иди нахуй, в общем. И это подняло такую бурю говна. Самое смешное, что я читал, это о том, что почему Феликс Редька ебанат, потому что дал такой запрос, типа на кого еще, и на этого шакала, да. Ну, там у шакала биография совершенно интересная. Родился где-то на юге Украины. Ну, то, что у него сын российскомовный, это, наверное, мелочи, да, что он жаловался. Родился на юге Украины, потом уехал в Израиль, очевидно, стал гражданином Израиля, жил там продолжительное время. Судился, там какие-то стартапы, проекты, мутки, приехал в Николаев. Николаев известен тем, что там начинал свой путь Давид Арахамия, Давид Браун. Конкретно место талантливых людей производит. Там он участвовал в каком-то мутнике внутри, ну, типа, вот этом местно-политическом, там чью-то компанию вел политическую, тоже там, ну, естественно, как то обычно там бывает, неподелены деньги были. Ну и вот, сейчас он занимается вот этим шоколячим каким-то, блядь, добиванием украинцевых каких-то залышки в национальной едности. В общем, да, самое смешное, что я об этом читал, это где пишут, почему Феликс Редька ебанат с этим книжкой, потому что он кинул такой запрос, который может нести репутационные риски для вот этой обезьяны, типа вот этого Еринчака. Это самое, пожалуй, смешное, что я видел. Ну, понятно, дети там беснуются в самых страшных словах. Причем их там научили именно вот такие какие-то евреи, типа вот этого Еринчака, которые именно хорошо шарят за феню, да, за какие-то слова на идише, научили каких-то самых таких диких зоновских оскорблений в самых диких зоновских понятиях. И вот там ими, в общем, учат уму-разуму. Ну, в общем, вот такая життя. Не мог эту историю обойти стороной. Не мог, ну, наверное, ее поучительность в том, что Феликсу Редьке не помогла его даже такая позиция, как бы он там к ним любящий не подходил, все равно, конечно, они ему наплюют на голову, он будет неправ, он будет, ну, короче, да, понятно, он будет то, что ему пишут вот эти дети ну, я это на Твиче просто не могу произнести, потому что это что-то связанное с половым насилием на зоне. Да, ну, в общем, вот и все. Я хотел Алиева еще, да, упомянуть, но мы его уже обговорили в чате. Трамп, блядь, исполняет, да, говорят, инсайдерская там какая-то торговля, это преступление. Он вроде писал в социальных сетях, в той самой правде, что покупайте. Это может быть инсайдерской торговлей. Не знаю, что Трамп исполняет, но вот это я вам рассказывал, что покупал комбикорм вот этот для себя разный подножный, типа полуфабрикатов из масла и в масле, полуфабрикатов картошки фри. Не знаю, обычно скупаешься 2000, тут скупился 3000. Ебучий ты Трамп, блядь, что ж ты там, сука, делаешь? Не надо на вот этой экономикой играться, бо я вообще эти раскачки не переживу. Да, также, друзья, призываю вас донатить. Сейчас все, новости закончились, я читаю чат на
Твиче, потом я читаю чат на Ютубе, а потом я с позором выключаю свой стрим. Умиляют вот эти моменты кулуарной дипломатии. Представители ЕС и Китая, особенно в заявлениях Си о том, что надо объединить усилия против США. Это недалеко от правды, но я думаю, они не желают такого будущего, где Китай успешно противостоит США. Вот. Это о Европейском Союзе. Конечно, заинтересованы. Заебались мы уже палить военные заводы и нефтебазы РФ. Кстати, да, нельзя, конечно, не отметить это охуенное достижение американской дипломатии, что россиян избавили от этих болезненных атак по нефтепромышленным объектам. Нужно посмотреть друг другу в глаза и сойтись посредине, сказал однажды один мудрый человек. И сыграл на рояле, да, потом. Если отсос неизбежен, надо сосать первым. Это то, чему научила Путина питерская подворотня. Еще можно подметить, как быстро сдулась воинственная европейская риторика. Потужная поддержка Украины забыта, перевооружение забыто, миротворцы забыты. Но я бы не сказал, что забыты, они просто ушли с первых шпальт, ну, в законах медиа, да. Ну, одно и то же сейчас людей не интересует больше, блядь, одного дня. Но они там что-то разговаривают. Какие-то я сегодня видел новость, что они какие-то там картографические проводят процессы на западных границах Украины. Ну, то есть что-то там движение есть, но у них ресурс очень ограничен, и времени ресурс тоже очень ограничен. То в этом вопросе можно сказать, что у них скованы руки. Як ти ставишся до братів Капранових? Ну, вроде же один только остался, да? Пропагандисты чи историки? Ну, поскольку один, не буду ничего говорить. Трамп, ты ебучий гольфист. Это тебе не футбол на Ферги Тайм. Сегодня уже говорили, тачдаун. Это Уолл-стрит, тут твоих ребят порвут на части. Ну что, сынку, по молитве твою кровному. А вообще, как известно, если просишь обоссать, но не бить. Ну да, я это и хотел сказать, но, к сожалению, это Светов запозорил, поэтому я этого не говорю. Ну и звучит оно как-то ужасно мерзко, но... А Залезняк реально Железняк, реально Железняк. Это очень странно, как если бы человек с фамилией Горбузенко переехал в Россию и стал Тыквенко. Ну, он не стал Залезняком, он просто называется Зализный нардеп. Не будет же он говорить Железный нардеп. И от этого я думал, что он Залезняк. Но он Железняк, и он из Мариуполя вроде как. Мариуполь, как у АК-47. Мариуполь. 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 Как няня Вика. Почему ты перестал делать ролики и коллабы? Потому что не способен. Не способен. Ну, ролик там в разогреве. По-любому будет круто, будет круто. Вот бы был нардеп договорняк, может и есть такой. Судят за исполнение песни Бандеры. Хорошая песня, но вроде как автор песни уехал за границу. Ну, в смысле, Орест Лютый. Товарищ дорогой. Блять, он, ну, реально круто. Помню, по телеканалу ЗИК показывал, и тогда еще интернет, то есть ЗИК телеканал, времена среднего Майдана, скажем так. Какие сигареты предпочитаешь? Как к электронным относишься? К электронным плохо, нет того ощущения чего-то во рту, да? Плохо, писюн терминатора, а сигареты предпочитаю, ну, разные. Сейчас все сигареты меняются каждый день. Раньше я курил парламент Сильвер, потом парламент Карат, потом капитан Блэк. Сейчас какой-то мусор уже любой, какой-то Форте, хуй знает. Интересно, сделку по ресурсам так же, как и тарифы через чат ГПТ? Конечно, блядь, конечно. Там люди не перетрудятся. Честно сказать, хотелось бы вот просто, чтобы было много денег, как у сына Ющенко. И чтобы ничего за это не было. Тумбо-юмбо пишет: привет, не останавливайся творить хуйню. Творить хуйню не останавливаюсь я. Творю и творю, творю и творю. Но больше люблю слово исполняю. В 13 лет нормально. Я в 13 уже бросал пить. Вот посмотрите. Мне всегда моя прическа похожа на гриб. Ну, если это гриб из Марио. Помните, на которое нужно было скакать. Кто не скачет, то и не скаче. В 13 уже в рябуху надо, да. Ну, сейчас вообще рано взрослеют, рано стареют. Тумба-юмбе было 13 лет в 1995 году. То есть сейчас вам 90, да, получается? О, да, Терранова, давненько уже нет сигарет с капсулой. Я видел что-то, думаю, неужели сигареты с капсулой? А то какие-то там стики для какой-то нагревательного писюна Терминатора. И там капсулы нет. Да, запретили сигареты с капсулой, будь дети с них курить начинают. Ну, я с них и начал курить, когда был ребенком. Кстати говоря.
Но курить не надо, я вот собирался не курить, но не вышло. Запретили сигареты с капсулой, чтобы дети хоть до бусификации дожили. Да, глянули там какое здоровье у 25-летних и за голову схопилось. Так даже если главы ВЛК умирают в военкоматах, да, я тоже видел новость, ты понял, мне особенно нравится формулировка новости. Я там, блядь, не знакомился, что, но вот это обнаружено тело главы ВЛК. Типа они такие что-то ходят, там, не знаю, уборка, да, уборщица в конце. Убирает рабочего дня в 6, такая, нихуя себе, диви, глава ВЛК лежить. Это обнаружено тело, ну то есть, что, ну, без свидетелей помер, вообще никого не было, пусто было. Она ж там по каким-то дням собирается, ну то раньше так было, сейчас хуй его знает. Обнаружено тело, и вот в голове пытаюсь представить, как это, или он в какой-то каморке закрылся и умер, как коты уходят умирать, хуй его знает, как так, обнаружено тело. Там Гетьманцев знову лютує, каже, треба підняти податки, щоб вивести бізнес з тіні. Логіка роз'єб. Як можна було похерити цю систему ФОПів, яка реально зробила більшість бізнесів білими? Я хуєю. Ну, времена такі, все хорошее сейчас уничтожается. Только плохое происходит. Ну, такие времена, да. Доброго вечера, доброго. Ну, это в смысле налогообложения. И я уже говорил, что, ну, разъебали они ту систему хорошую детинизации, которая была. Ну, людям урок, может, будет. Джип Джесс пишет, это делается, чтобы его не судили за его преступление. Он формально на войну пошел, а сам за границу смотал. Кто? Он в мэр, его тіло знайшли. В смысле, глава ВЛК. А, ну вообще интересная мысль. Может, реально как-то он фиктивно умер, а сам уже на вилле в Испании. Интересная мысль. Но интересно тело, да? Важный факт всегда во всех делах уголовных. Тело. То есть тело какое-то есть. Кого-то умерщвили, видимо, вместо него, да? Ну, какое-то ж тело быть должно. Но это жестко, бля. Представьте, если так и есть, да? Это уже хороший true crime. Надо запретить тени для глаз. Я не наношу тени. Не шарю за эти ваши фопы. А чем эту систему похерили? Ну, они их все более жестокими и жестокими делают, там, налогообложение. Ну, вынужденно делают. Но просто идея именно была упростить и сделать как можно его меньшее давление, чтобы оно оказывало на предпринимателя, чтобы он, взвешивая риски, выбирал свет, а не тьму. Выбирал белый бизнес, а не в темную. И работало. Ну, в совокупности с другими факторами доверие росло на фоне патриотизма к стране. Давай, Трамп, дави говно китайское. Тачдаун. Надо что-то из рестлинга. Но я ничего не знаю из рестлинга. Я думаю, Трамп такое что-то в голове представляет. Может, какой-то ханурик, получается, бомжик не пережил ВЛК. Может такое быть. Чокслэм, во-во, чокслэм. Курил 20 лет, по 2 пачки в день, уже 7 лет не курю, бросил с помощью вейпа и табикса. Класс, с таким огромным стажем бросить, это реально сильное достижение. Бомбардини крокодини или тралалела тралала, пишут в чате. День добрый, час друзей позову, держитесь. Здравствуйте, сын Масичукевич. Масичукевич, какой-то, к слову о Масичукевиче, какой-то, ну реально, мудак посоветовал мне на каком-то из стримов посмотреть Евротрип фильм. Начал я его смотреть, ну, типа, время ограничено, есть там, условно, 3 часа перед сном что-то посмотреть. Стал я таким, блядь, комбикормом питаться, вообще самым, блядь, говнищем, откровенно. Купив пачку замороженных дипов картошки. Ну и говнище, прям, ну, прям пиздец. Чувствуешь, как, ну, прям вообще жесть. Как будто ты американец. Полный, в худшем смысле этого слова. Ну вот накоптил я этой картошки в духовке. Посмотрел полфильма, думаю, блядь, ну это просто говнище. Тупо время зря теряю. Спасибо моей памяти, что дважды пересмотренный мной фильм нахуй забылся. Включил Ширли-Мырли. Посмотрел, кайфанул нереально. И лег спать. Но это просто вспомнилось из-за Масичукевича. Сильная там линия в фильме вот эта. Не, вы не подумайте, я любитель говноюмора, я только его и потребляю.
То есть, там, люблю вот фильмы Барона Коэна, люблю фильмы с Лесли Нільсоном. Думал вибрати, возможно, пересмотреть Аероплан. Оп, цю новину я не виписав саме. Вже встигли обговорити пост Лачена з критикою пана Андрія Борисовича. Я особисто читав це як спробу відвести від себе постійні чутки про роботу на ОП. Очевидно, з зазором на політичне майбутнє Лачену, типу, що незалежні і т.д. А ти, як це бачиш, Баффало Билл. Именно так я это вижу, бо это так нахуй и есть. Нигде не скрывалось никогда. Не, ну давай по сути к этому, да, к критике Андрея Борисовича. Во-первых, начнем с того, что это не первый критический пост в адрес офиса президента или непосредственно Андрея Борисовича. Я не знаю, возможно, даже если в поиске забить по каналу Лачена упоминание Ермака, это не первое упоминание. Просто это самое подсвеченное и подсвеченное кем? Теми же ОПшными какими-то помойками, да, формально или неформально, ну, то есть доказано или не доказано, ну, там какой-то карточный офис, хуй-офис, какое-то такое говно, подсвечено ими в том смысле, что они как-то об этом пишут, да, от этого только такая громкость этого события, так бы, блядь, никто его даже не заметил. Да, если говорить по сути, то никогда не скрывалось, да, и было публичным то, что Лачен связан с политтехнологами офиса президента, то есть он с ними знаком, дружит, дружил давно, да. Ну, с начала публичной деятельности. Ложится, по-моему, это полностью в ту канву, которую они обещали, что это формирование какого-то будущего, не знаю, ядра политического, неизвестно в какой форме. То есть я не говорю, что там сам Лачен будет политиком или что-то такое, но план такой где-то, да, куда попытаться отвести вот такую туповатую, оппозиционно настроенную молодежь. Классическая российская такая схема, да. Другой вопрос, что я не верю в ее успех, в том смысле, что, мне кажется, в Украине она не сработает. И они, конечно, взращивают себе голема, с которым сами потом нихуя не смогут совладать, и в Украине так было уже много раз. Потом у них там начнет уходить земля из-под ног когда-нибудь, возможно, уже очень скоро. И они поймут, что они создали, ну, очень влиятельного, в тепличных условиях взрастили очень, очень влиятельную силу, которая им, в принципе, уже не особо подчиняется. Ну вот. А судья и судья, бог им судья. Там носятся с той информацией. Ну, приятно на это смотреть, но в любом случае. У него мать судья и даже коррумпирована. Неужели? У него мать когда-то там какие-то деньги отсудила южмашевские россиянам. Ёбаный свет, да, это жестко. Ну да, у меня был ФОП, только я не сторонник отдавать свои кровно заработанные государству, поэтому сразу же закрыл, как только появилась возможность. Ну хорошо, вопрос, зачем его тогда создавать? Много идут на молодежный контракт для 18-24. Ну я сначала удивился вопросом, потом посмотрел, что это Quiet Luxury, человек не местный, не знает. Наверное, я думаю, немало идет, потому что у нас, ну, и народ бедный, и возраст это уязвимый. Но я не знаю, сколько. Ну, наверняка недостаточно, государству всегда недостаточно. К тому же там не так много этих людей, но, думаю, идут. То есть не готов сказать, что не идут совсем, как, например, вот в том иностранном легионе, где как бы мужчины, которые уехали за границу, должны сами добровольно пойти. Там-то, я думаю, реально 0 человек. А те, которых они там показывают, ну, либо подставные, либо это люди, у которых начались проблемы с законом в странах, в которые они сбежали. Ну, дякую за питання, Buffalo Bill, про Лачена. Вот это последний положняк, который даю, надеюсь. Пепперони, мастурбини, чи дилду дини. Класс. 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 Там еще кто-то, вроде Стефанчук, это в том интервью было, я выписал про военное положение. Там довольно смешные строчки, правда, их сами не выписал, но думаю, по памяти воспроизвести смогу. Нардепов с 300 до, с 450 до 300, потому что стало меньше украинцев. Это они так тонко намекают, что Украина потеряла треть населения. Да не треть, наверное, половину. Там они приводят цифру 52 миллиона. Ну, мало кто помнит, но вроде это же одно из каких-то таких предвыборных обещаний президента. Сьогодні наш Верховний Пане Верховний Головнокомандувач підписав введення у силу санкцій РНБО номер тра-та-та-та-поля, направлених на проросійських медіаінфлюенсерів і на мене, відомо, у кількості 71 фізичної особи, що ми безсумнівно вітаємо, але прочитавши списки, не знайшов там Лаченкова Ігоря Борисовича, який нещодавними діями спробував допомогти спробував за допомогою інформації. Якщо серйозно, я понял, смешная шутка про, Лачена, но если серьезно, видел, что действительно сегодня ввели санкции, вы не поверите. Ну, вот это грибы, луна, муна. На Бардаша ввели санкции, короче. На Карасева, это вот такой
Ну, так я себя в старости представляю, как Карасев. Он постоянно то в каких-то из кожи тигра, блядь, там тягах, то с какими-то перстнями. Ну, такая, типа, более бедная, ну, тоже нельзя, наверное, так о людях говорить, более скуфоватая версия Невзорова и менее талантливая. Ну, наверное, так нельзя говорить. Ну, вы поняли, со специфическим человек-стилем. Интересно, насколько я знаю, он в Украине находится, да? Ну, находился, по крайней мере. Это тот человек, который все время брал, как бы, ну, это можно назвать интервью, да? К нему все время приходил народный депутат Евген Шевченко, который уже в тюрьме сидит. Вот. И сегодня на него ввели санкции. Непонятно за что, ну, понятно, что был бы человек, статья найдется. Условия работодателя были при трудоустройстве наличие ФОПа. Ну да, это частая схема. Кстати, про Лесли Нильсона. Видел трейлер нового голого пистолета. Выглядит как хуета полная. Да, скидывали. Наверняка хуета. Ну и, наверное, 2 раза в одну воду войти не выйдет, мне кажется. Это хуйня все, какая половина. Ну, возможно, даже больше половины. Ну, тут не то, что они вымерли, хотя и вымерли, конечно. А и потеря территорий сказывается. Талантливый Невзоров проебал все полимеры, о нем не слышно уже как пару лет. Ты будто бы, блядь, часто слышишь о Карасеве. Просто Невзоров столько сделал, что можно уже быть забытым и при этом гением. Новый сезон Черного зеркала топ. Серия пародия на YouTube, подписка на мозг. Сначала базовая версия, а потом бери премиум или будешь говорить рандомную рекламу, как синдром Туретта. Интересно, но мне такое страшно смотреть. Я фанат Карасева. Возможно, но встретить человека, который его знает, сложно. Ну, то есть, который о нем слышал. При том, что он такой уже... При том, что он такой уже дедуля. Ну, в смысле, реально дедуля. Ну, в том плане дедуля, что как дед, в смысле. Ну, ты если посмотришь его разговоры, он вообще, блядь, на своей волне. Ну, может, это у меня такое впечатление складывается. Ну, тоже непонятно, зачем они уже на таких откровенно дряхлых, трухлых дедов вводят какие-то санкции. Тоже сложно понять эту мысль. Ну, я как раз Комдор рассказывал, что он, блядь, в Украине брал у людей интервью, ну, говорил с украинскими политиками, то, видимо, он в Украине, в Киеве сидит. Ну, может, уехал, опять-таки, он такая людина, думаю, что знал заранее. А в его обстоятельствах ловить нечего. Ну, то есть, в смысле, я понимаю, почему там молодежь остается, типа, Крюковой, да, главреда страны, потому что у них еще какой-то майбутний есть. Тумбо-Юмбо спрашивает, картина «Солдат, читающий письмо» это с намеком или просто для красоты? Ну, честно говоря, я уже когда-то показывал, что фишка скрытая, да, как бы пасхалка этой картины в том, что если сесть вот так, то будто бы он долбит в мозг тебя, и это похоже на наш стрим, это довольно символично. Уже где-то раз третий объясняю эту деталь, но да, спасибо за то, что заметили. Дьявол, как известно, в деталях. Охуеть, к сыну Мосейчук добавился сын Порошенко, который пишет «Вечер в хату» на ютубе. Хах. Ну что там, как вам там? Хах. Я в Лондоне, неплохо так чилю. А вы от ТЦК бегаете? Ха-ха. Ну и жизнь у вас, ребята. Сын Мосейчук говорит, да не, я тоже свалил. Я шо, лох? Кстати, мама на бус собирает. Кто не донатит, к тому СБУ постучит. Это уже серьезно. Сын Зеленского, блядь, еще пришел в чат. Пиздец. А мне 6 лет. Вообще пофиг. Я когда вырасту, хочу по контракту пойти. Там можно много роблоксов нафармить. Мертвый глава ВЛК еще также приеднался до чату. Я жив. Завтра план выполнять. Мне нельзя умирать. Какая же политика мерзкая штука. Политика полное говнище. Это факт. Санкционный движ несется за глаза. Бля, если бы я мог поменять специальность, я бы, наверное, ее лучше поменял на что-то другое. Сейчас я думаю, круто быть искусствоведом, например. По сути, также бесполезно, наверное, в моем случае. Карасев как-то связан с, с Евгеном Карасем. Ну, это его отец. Ну, за клоунада это стрим Луанского, это стрим Луандонского. Луганска. Откуда ты читаешь? Это чат на ютубе, блядь. Это чат в моей голове, нахуй. Это я из головы читаю. А какие на него санкции наложили? Бо я то ли прослушал, то ну шо, блядь, тебе непонятно, как обычно. Президент Зеленский наклав санкции на зрадників України. Лишили всех финансов, запретили за все платить. Живи как хошь. Короче. Прям как иноагенты. Ну да, да, это правда. Ну, на самом деле, даже страшнее, то есть этот механизм хуже, то есть он прям четко, ну, если ты честный гражданин, если на меня, например, завтра введут санкции, то я, типа, умру с голоду мгновенно, потому что ты не можешь покупать ничего, не можешь ничего продавать, вообще пиздец, ты, типа, ну, вообще непонятно, как жить в таких условиях, просто я не пойму смысла таких действий, да, то есть с юридической точки зрения, на что они направлены.
Ну, лучше сразу в тюрьму тогда. Ну, так смысл есть. В АТБ не дадут пиво купить, скажут на вас санкция. Ну да, да. Не, я понимаю, что для тех людей, на которых их вводят, ну, как я понимаю, для них это не проблема. У них бабок много, и они налом. Не, ну на Бардаша похуй. Тут вопрос тех, кто в Украине остался. Бардаш, что понятно, что ему не холодно, не жарко. Хотя это, получается, его, наверное, какие-то квартиры, да, тут недвіжимость попадет під арешт. Може реально розрахунок на те, що прийде добровільно здаватися у турму, бо буханку хліба не дадуть купити? Да ні, реальний, ну, это ж никак не связанные вещи. Реальный розрахунок, ну, я не знаю, что насчет таких там всяких бомжей, условно говоря, типа политологов, ну, ничего, кроме того, что они умолкнут, не происходит, да, пока не пересекут границу. А что касательно политиков, то, конечно, это лишить финансовых инструментов попытаться, да. Ну, там, если говорить за Петра Порошенко, то есть ударить по возможности ведения политических каких-то кампаний. Бо это все сопряжено с большими финансами. Не об чем Украине сейчас хорошим говорить. Я думаю, есть об чем. Давайте подумаем. Давайте, друзья, подумаем. Быстро напишите, что хорошего вы можете сказать. Прям быстро. Хорошего. Главврача кинули в мусорку. Хорошего можете что сказать? Быстро только. Хорошего. Что первое хорошее на ум приходит? Мне реально нихуя не приходит. Но я сейчас подумаю. Сука, что-то опять свет попал. Кадр. Ну, хуй с ним, честно говоря. Скидка на энергетики не считаю хорошим. В Украине есть ракета, которая летит на 12 километров. Интересно. О, погода норм. Погода норм. Нормализуется погода. Сегодня утром был, блядь, снег этот мудацкий. Надеюсь, он закончится уже и все. Апрельский снег всего лишь. Зайду, что ли, на регионалити. Может, там что-то хорошее. Регионалити. Сміттєвий бак. Мясна паска запечена. Ага, кал. Чоловік відмовився від мобілізації. Хіпстер ніндзя, який займається мастурбацією біля будинків. Суд оштрафував матір за те, що її син робив образливі меми про однокласників. На Тернопільщині засудили жінку, яка скидала куму нюци у Viber. Столичні рятувальники вивільнили дівчину, яка застрягла в дивані. Ось, до речі, те, про що сьогодні говорили. Науковці виявили, що на Одещині хлопці у віці 10-14 років мають вищий рівень регулярного споживання алкоголю, ніж дорослі чоловіки. Депутат Жан Беленюк знайшов біля Капітолію $100. Миколаївського прокурора, який привітав поліцейських з Днем контрацепції, покарали за порушення етики. Блядь. Клієнт Монобанк на ім'я Йосиф звернувся у підтримку щодо неправильного написання його імені, коли побачив сповіщення Йосип Драний. Ха-ха-ха. Це смішно, правда. Ну і хуйта. Ну і хуйта. Про ниндзю? Ну чё, ниндзя дрочит, что такого? Лего ниндзяго. А чё куму засудили? То за нарушение семейных ценностей? Ну, наверное, жена кума засудила, да. Сегодня небо плаче. Пашу техника хоронили. Да, даже Уитков прилетел на похорон. Мене останнім часом починає коробити від медіаконтенту, який генерує наш соціум, і на його вершині наш лідери суспільної думки. Наші лідери суспільної думки. Безкінечні переливання з пустого в порожнє про світову трансформацію, Трампа, геополітику та інші далекі далі. А про Україну забули наглухо. І всі посполиті дивляться, обговорюють. Хіба наскільки все погано у нашій країні, що ніхто не хоче дивитись на неї? Ну и не хоче, и опасно. Я их понимаю. Я такого не читаю, поэтому меня не торкает. Без разницы. Телефонный разговор Путина и Трампа по итогам встречи с Уиткофом теоретически возможен. Песков сообщает. Пресс-секретарь Путина. Видите, ради этого вы сегодня здесь собрались. 76 колечок. Как думаешь, через сколько месяцев ты наваришь на санкции для себя? Ты понимаешь, ну, на таких бичей, как я, санкции не вводят. Меня, таких, как я, сажают в тюрьму с конфискацией и все. Я вчера забавную хуйню читал. Ну, я ее даже видел, то есть это видео. Вот все думают, что Илон Маск мне сделал большую скидку на покупку этой Теслы. Но нет, я купил ее за огромные бабки. Лучше бы он купил Зикр, да? Я потратил кучу денег.
Говорит, я даю кататься на Тесле чувакам из администрации, всем нравится. А Илон мне не нужен вообще. Он говорил, что ему нельзя ездить. Если в Украине уже есть ракета на 12 тысяч километров, то может теперь Казахстан предупредить, чтобы с РФ не снюхивался. Отличная идея, надо въебать по какому-то НПЗ в Казахстане, да, потому что мы охотимся за казахской нефтью в Новороссийске, там везде. Да ничего бы не изменилось. Мы еще должны встретиться, ну, попытаться, да, с народным депутатом Залезняком. Ну, он вообще железняк по жизни. Шаббат шалом, православные. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Я вот задумался, да, ну давно, но это и так понятно, что, блин, вот этот весь волна, типа, брейн-рот контента, да, но, блин, на самом деле давно же уже это началось, то есть и раньше мемы, ну, понятно, не сказать, что особо как-то развивали там тебя, но вот мне вспоминаются просто конкретно вот арабская Nokia, да, типа абсолютная бессмыслица, но ведь это реально праотец всех этих бомбардинио, крокодинио, бля, и так далее. Ви не считаете так? Ну, у них похожая энергетика, правда? Не, без угла и не буде. Ну, то есть, нахуй надо. Ну, один раз попробовали, нет так нет. К тому же она точно увидела и все такое, бо она там, я же говорю, на каждый пук отвечает там. О, Юлія Тимошенко в чаті пише: Друзі, я прийшла до вас, бо хочу розповісти правду. Я хочу змінити країну на краще, знизити ціни на ліки до 50%. Це мій план перемоги. Я прошу вас віддати ваш голос на виборах 15 дупня. Дякую. Добре, Юля, обов'язково віддам свій голос за вас. Тому же лікарства зараз вообще нужны як ніколи. Друзі, 15 дупня беріть паспорт в кишеню і гайда голосувати за Юлію Тимошенко. Запам'ятали? 15 дупня. А у тебя что там в Ютубе сегодня в дурке день открытых дверей? Да нет, почему заходят просто уважаемые люди. Видел толпы на похоронах Паши Техника? Как на Навальном видел, я же говорю, даже Уитков прилетел. Видел. Не знаю, мне кажется, что он стал популярнее после смерти. Ну, не знаю, нічого не можу по этому поводу сказати. Мені дуже цікаво лише, чому Україна досі Крим не повернула, враховуючи те, що флот РФ у Чорному морі практично знищено. Ну, тому що зараз немає доцільності у цьому. Навіщо нам потрібен Крим? До того ж, відомо, що Крим населений повністю завезеними вже ватою, вже завезеною туди ватою. Там максимальна концентрація вати величезна. Зараз немає в цьому доцільності, є більш нагальні потреби. Тому і, ну, коли буде таке бажання, коли буде до цього воля, це вже опрацьовується, над цим дуже багато працюють, плідно у Генштабі, у Хуябі, вже там плідна праця йде, вже це у розробці, і коли буде потреба, то, звісно, буде і повернення. Безпроблемне, ось так, то есть за неділю. Ебать, он заливает, это ты не слышал? Сегодня где-то давал интервью спикер Верховной Рады Стефанчук, то он заливает, пиздец. Сомали друг России, теперь наш друг. Друг друга наш друг. Друг друга, да. Нет лучше влагалища, чем друг Сомали. Как пословица известная говорит. Не, ну а такий онлік, ну що, пісю, ножки там. Ножки Буша. Писю, ножки. Интересная мысль вообще, надо подумать будет на досуге. Посоветовать. Ты знаешь, сейчас за письку за писю и ножки, хотел сказать письку и ножи. За ножки и писю сейчас в тюрьму нахуй сажают в Украине. А перед этим ты еще платишь налоги, чтобы тебя было за что в той тюрьме содержать потом. Главный украинский раввин публично выступает за Украину. А за кого выступает российский раввин? Ну, наверное, публично выступает за Россию. Там треба менту дрочнуть и все норм. Да ты что, не знаешь этих людей? Ты им дрочнешь, а они тебя все равно в тюрьму посадят. Еще и скажут, что ты дрочишь, блядь. И это во-первых, типа, попытка дачи взятки. И еще и проституция. Только докинут срок. Это они могут сделать, да. Они можуть зробити. Якщо це паста. Сьогодні наш Верховний Головнокомандувач підписав введення у силу санкцій РНБО номер 230 дріб 2025, направлених на проросійських медіа-інфлюенсерів у кількості 71 фізичної особи, що ми безсумнівно вітаємо. Але
Я, прочитавши списки, не знайшов там Лаченкова Ігоря Борисовича, який своїми нещодавними діями спробував за допомогою інформаційної атаки підірвати обороноздатність України. Спробую дискредитації головної кадрової ланки президентської вертикалі Єрмака Андрія Борисовича. Я закликаю негайно виправити цю ситуацію, внести цього диверсанта до списку підсанкційних осіб та захистити нашу батьківщину від замахів на ефективну команду менеджмента нашої держави. Дякую за позицію, Дешендиро, дякую за притомну позицію. Дякую за позицію, Дешендиро, дякую за притомну позицію. Лачен пише на Ютубі. Хочу зізнатися, я цілувався з Єрмаком, головою ОП. Він своєю щитиною розідрав мені обличчя. Я не можу більше це терпіти. Я починаю писати правду. Хорошо, що тільки обличчя щетины. Бля, люди начали расходиться. Было 76 людей, стало 67. Видимо, людей не привлекает эта тема с OnlyFans. А щетина з якого місця? З того самого місця. Пиздец, во россияне дожились. Даже главный раввин никто, и звать его никак. Ну я бы так не говорил, чревато последствиями. Чё там, как у тебя дела, Денис? Джахар, встречный вопрос. Как ты оцениваешь слова Алиева по поводу его оценки перспектив мирного завершения конфликта в ближайшее время? Для контекста Алиев, ну как вообще, мне кажется, такое общее направление тюркской дипломатии Большого Турана, сказал, что бесперспективно. Противоречия сторон слишком острые, одни хотят землю, другие землю отдавать не хотят, нихуя не выйдет. Там он как-то более развернуто говорил, но все так же прямолинейно. Правда, надо сказать, что я это на каком-то армянском портале прочел, так что не знаю, насколько это правда, но, наверное, правда. На него похоже. Перемирие будет стопроцентно, пишет Самодонат. Мне это только напоминает песню «А я хочу перемирия». И все, больше слов я из нее не знаю. Кому не нравится OnlyFans, особенно если бесплатно, любой ценой, но бесплатно. Россия хочет ворваться на территорию Днепропетровской области, чтобы что-то, чтобы ворваться. Референдум провести в селе, но если сейчас провести референдум, это капитально накалить обстановку. Это Ильхам Алиев сказал про Украину, это сказал Эльдар Джарахов. У них нет бабок, чтобы заплатить за референдум в Днепропетровской области. Трамп даст, агент Краснов. Ему как раз надо обкатывать техники, как проводить референдумы на Гренландии. Трамп жадный не даст. Нет, ну другу-то он даст Путину, чтобы не ссориться. К тому же Путин когда-то сказал, что Трамп гений. Бля, мой сын пришел в чат. Папа, ты где? Переходи к новостям. Папа, где алименты? Видимо, меня смотрит как минимум человек 10. Это чисто вот аккаунты Юлия Тимошенко, сын Порошенко, сын Масійчук, мой сын. Може реально Вітков не перемовник від США, а інформатор Трампа по технікам анексії територій. Такий собі напіввідкритий шпигун, який переймає досвід РФ. Може, ти що ж говорю, варіант, що він приїхав на похорон Паши Техника. Уитков просто поехал в РФ свой чехол с Алика забрать. А, я думал, если просто было забрать свой чехол, я подумал бы, что это какой-то сленг про секс-туризм. Уитков уже разок съездил в Россию, потом рассказывал у Такера, что там референдумы были, и русские люди хотят жить в России. Да, был момент. Ты думаешь, сейчас новые откровения будут? Приедет, короче, скажет, бля, был в России, в Питере. Ходил по местам славы, там Полины Майко. Вообще такой город, понимаю украинцев, почему они туда всегда ездили. Все хорошо. Чистые, нетронутые руками грязными женщины. Специальные зоны для лезгинки. Думаю, так будет. Штефанов завів стрим з автором відео про укртоталітаризм. Цікаво, классно. Описать Штефанову, ну о чем с ним говорить, вообще непонятно. Вообще не знаю, что там делает Штефанов. Понятия не имею. Последний раз я видел, как он созванивался с этим, вот этим журналистом французским. Но он русский, но журналист французский. Это был полнейший кринж. Полнейший кринж. Смотреть прям было тяжело, тяжело. Уитков прошел тест на Питер. Штефанову про качек расскажешь и про рататуй в трусах. Интересно, почему Трамп, хотя в порядке своего обычного пиздежа, не угрожает Пыне резким увеличением военной поддержки Украины, потому что не собирается ее увеличивать ни при каком раскладе. Он же видит, что Пыня вала ебет, и на санкции ему похуй. Да, а Трамп не хочет поддержку наращивать. Ты когда-то представлял себе девочкой на принимающей стороне, как Светов? Принимающий что?
Но он Собчак рассказывал про свои пусты 2000 годов. Там он был девочкой, которая принимает сзади. Он себя так представлял, посмотри. Я смотрел, но это что-то пропустил. Может, психика отключилась. Ну, честно говоря, я не все, конечно, смотрел, поэтому не знаю. Ну, может, слушай, хто не без гріха, як каже мій друг Закарпаття.